Новая грань цинизма казахстанской элиты. Когда воровать уже невозможно больше, начинают отнимать последнее. В Казахстане привыкли к громким коррупционным скандалам. Чиновники и элита годами строят свои бизнес-империи за счет ресурсов государства, осваивают бюджеты, прячут деньги в офшорах. Они воруют миллиардами, а народу внушают, что в стране якобы нет денег на достойные зарплаты, пенсии и социальные программы. Но есть ситуации, когда даже самые закаленные наблюдатели за коррупцией приходят в ужас. История о том, как Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента, незаконно получила в собственность землю, предназначенную для сирот, стала именно таким случаем. Когда власть начинает отбирать последнее у самых незащищенных, это уже не просто коррупция, это чистой воды грабеж на государственном уровне. Как отбрали землю, которая принадлежала детям, оставшимся без родителей? Согласно закону, сироты, достигшие 18 лет, имеют право на бесплатные земельные участки. Это единственная возможность для них начать самостоятельную жизнь, построить жилье и не оказаться на улице. Но, как выяснилось, в реальности эти участки уже давно были распределены между нужными людьми. Земли, которые должны были перейти сиротам, как бы по странному совпадению, оказались оформлены на компании, связанные с Алией Назарбаевой. Некоторые из этих участков были проданы, а другие использовались для строительства коммерческих объектов. Люди, которые должны были получить свое по закону, остались ни с чем, потому что власть просто закрыла на это глаза. Эта схема напоминает классический передел собственности. Государство на бумаге выделяет землю социально уязвимым группам, но в итоге активы переходят в руки богатейших людей страны. Почему об этом молчит власть? Несмотря на явные нарушения, этот скандал так и не вызвал резонанс на официальном уровне. Никто из высокопоставленных чиновников не сделал заявлений, не инициировал расследование, не потребовал вернуть землю сиротам. Почему нет уголовного дела по факту хищения государственной собственности? Почему правоохранительные органы не начали проверку? Почему Касым-Жомарт Токаев, обещавший новый Казахстан, продолжает игнорировать действия семьи Назарбаевых? Ответ прост: у Али Назарбаевой до сих пор остается огромное влияние, несмотря на смену власти. Многие активы семьи Назарбаевых до сих пор контролируются их людьми, и никто из чиновников не осмеливается идти против системы, которую они выстраивали десятилетиями. Государственные земли для сирот изымались под предлогом новых проектов. В 2020-2022 годах власти ряда регионов Казахстана начали активно перераспределять земельные участки. Согласно постановлениям, их якобы забирали для строительства дорог, школ и парков. Однако по факту после изъятия земля не использовалась по назначению, а переходила к частным фирмам. Журналисты расследовали, что в ряде случаев конечными владельцами этих территорий оказывались компании, связанные с семьями бывших чиновников, в том числе и с Назарбаевыми. Суды массово отказывали сиротам в восстановлении их прав на землю. Сотни молодых людей, которые пытались добиться справедливости, обращались в суды. Однако в большинстве случаев судьи ссылались на то, что земля уже передана другим владельцам. В частности, в 2022 году в Алматы группа сирот подала коллективный иск, требуя вернуть незаконно проданные участки. Суд отказал, сославшись на то, что на этих землях уже ведется строительство, а интересы бизнеса имеют приоритет. Таким образом, через бюрократическую систему, подставные фирмы и судебные решения казахстанская элита попросту украла землю, которая по закону принадлежала сиротам. Власти обещают разобраться в ситуации, но никаких реальных действий до сих пор не предпринято.
Сирот лишили последнего, кто следующий. Этот случай не просто очередной коррупционный скандал. Это показатель того, что в Казахстане можно украсть что угодно, если у тебя есть связи. Даже социальные программы, которые должны помогать самым беззащитным слоям населения, стали инструментом наживы для элиты. Сегодня лишают земли сирот, завтра точно так же заберут имущество у других незащищенных граждан. Если власть позволяет воровать у самых беззащитных, значит, система прогнила настолько, что ее уже не пугают даже возможные протесты. Казахстанцы десятилетиями наблюдают, как государственная собственность уходит в частные руки, но когда забирают даже то, что принадлежит детям, оставшимся без родителей, это становится последней чертой. Сколько еще простые граждане будут терпеть, пока элита продолжает делить между собой национальное богатство? Или страна окончательно превратилась в территорию, где закон — это просто инструмент защиты интересов тех, кто стоит у власти? Почему власть молчит? Официальные структуры делают вид, что ничего не произошло. Нет громких заявлений, нет задержаний, нет даже обсуждения этой темы на государственном уровне. Причина очевидна: касаться активов семьи Назарбаевых все еще опасно для любого чиновника. Когда Касым-Жомарт Токаев пришел к власти, он обещал борьбу с коррупцией и восстановление справедливости. Однако по факту элита продолжает действовать по старым правилам. Люди, приближенные к Назарбаеву, все еще контролируют ключевые ресурсы страны, а власть не спешит это менять. Почему нет расследования? Почему государство не возвращает землю тем, кому она действительно принадлежит? Почему никто не несет ответственность за махинации? Ответ прост: тот, кто был богатым при Назарбаеве, остается неприкасаемым и сегодня. Сирот обокрали, кто следующий? Этот случай показывает всю сущность казахстанской элиты. Когда власть уже не просто закрывает глаза на воровство, но и поощряет его, пострадать может любой гражданин. Сегодня отбирают землю у сирот, а завтра лишат имущества кого угодно, если оно покажется кому-то перспективным. Казахстанцы десятилетиями наблюдают, как национальное богатство перераспределяется среди избранных. Народ платит налоги, а элита продолжает на этом зарабатывать. Теперь в стране воруют даже у тех, кому больше неоткуда ждать помощи. А главный вопрос остается открытым: как долго это будет продолжаться?